В этом ролике мы обсудим 3 ошибки в управлении, которые я наблюдаю в российском бизнесе с 2010 года по сегодняшний день, особенно в госкомпаниях. Они настолько глубоко засели в культуру руководства, что многие даже их и не замечают в своих каждодневных действиях. Тем самым они роют яму своему бизнесу и компании. Результат – не просто падение эффективности, а падение прибыли. Фактически вы платите огромный налог на хаос. Сегодня мы обсудим эти 3 ошибки, и на каждую из них я дам вам работающий инструмент, который позволит вернуть вашу прибыль уже в ближайшее время. Смотрим ролик до конца. И, кстати, уважаемые зрители, спасибо за вашу реакцию на мой первый ролик. Это мотивирует делиться знаниями и опытом. Ну что, начнем? Все мы хотим иметь эффективный бизнес, который стабильно приносит прибыль и выполняет заказы в срок. Но на практике мы сталкиваемся с обратным. Почему я об этом говорю? Да потому что, работая 25 лет на заводах, я вижу эту картину сотни раз. Как собственник или топ-менеджер горит на работе, а результат, он практически равен нулю. Моя задача как архитектора управления не просто тушить эти пожары, а проектировать такие решения, при которых эти пожары просто не возникают. И та история про тепловозы в первом ролике не единичный случай. Это системная проблема во многих отраслях и предприятиях России. И сейчас я вам расскажу, как мы ее решаем. Первая роковая ошибка. Вы управляете функциями, а должны управлять потоками. Что происходит? Представьте, что это продажи. Это производство. А это финансы. Конечно, еще там функций, вокруг этих функций на предприятии много. Они все между собой взаимосвязаны, но мы рассмотрим пока только вот на этих 3 функциях. Что происходит? Продажи — это у нас царство первое, производство царство второе, финансы царство третье. И между ними на стыках пропадает взаимодействие, потому что на каждую из них вы воздействуете как руководитель, как на отдельно взятую функцию. Вы разговариваете отдельно с продажниками, отдельно с производством, отдельно с финансами. Соответственно, что происходит? Продажники заключают договор, не зная, что может сделать производство, в какой срок, да, и вообще, в принципе, производство может ли сделать такой заказ, имеет ли такую оснастку, имеет ли оборудование. Финансисты рисуют свои какие-то красивые иллюзии, не зная, что происходит в производстве, какие заказы принесет продажи. И получается, что все вроде бы по отдельности работают, да, и вы на них воздействуете отдельно на продажи, отдельно на производство, отдельно на финансы. У всех все хорошо, но в конце месяца платить зарплату нечем, потому что продажники взяли заказ, который не уложился в срок, потому что производству пришлось сделать множество дополнительной оснастки, и они ушли по изготовлению вправо на месяц. А финансисты, ожидая, что производство отгрузит в этом месяце продукцию, от заказчика получат деньги, им будет чем платить зарплату. Соответственно, все ожидали друг от друга результата, но зарплату платить нечем, и финансисты идут либо за кредитом, либо к собственнику еще просят денег на то, чтобы выплатить зарплату производственникам, тем же продажникам и финансистам в этом месяце. Итак, по кругу. Эти проблемы возникают, когда вы управляете именно вот разрозненно функциями. Ставите точечно каждому руководителю, не связывая функции в общий поток создания продукта.
И что мы делаем? Вместо управления функциями мы начинаем управлять потоками. Я рисую зеленые стрелочки, да? Есть сверху жизненный цикл продукта, жизненный цикл продукта компании. И в рамках его каждая функция начинает выполнять свою обязанность, чтобы последовательно продажи, производство, финансы, все только в рамках создания продукта работали. Соответственно, какой мы из этого вывод получаем? Что нужно управлять потоком создания продукта компании, а не функциями по отдельности. И в 4-м ролике нашего плейлиста из 12 серий про управление компанией я раскрою более детально этот инструмент. Вторая ошибка, за которой все мы наблюдаем, наверное, последние лет 15-20. Все пытаются строить свои управленческие процессы, модные инструменты, такие как Toyota и бережливое производство, ток Goldratt, другим цветом, чтобы немного отличалось. ERP-системы начинают на хаос в компании внедрять и думают, что все полетит. KPI внедряют. Потом еще добавили BPMN. К ним же туда Iris относится, IDEF 0, бизнес-студия. Потом последние, наверное, лет 10 очень модно было проектное управление. PMBOK, да? Ну и, соответственно, получаем зоопарк методик, которые внедряются точечно, в разное время, разными компаниями, и все это внедряется на хаос. Соответственно, ERP автоматизирует хаос, KPI конфликтует между подразделениями, сотрудники начинают больше работать на эти инструменты, да, которые мы с вами обсуждаем, а не на сам результат. Ключевая мысль во всем этом: нельзя построить дом, закупив отдельно, да, вот эти кирпичики. Кирпичики — это как раз наши отдельные методики. Они все хороши. Ну, они в той или иной степени действительно увеличивают эффективность компании. Они дают результат. Но кирпичики-то все разрозненные. Соответственно, нельзя построить дом, закупив этих кучу кирпичей без чертежа. Вывод какой? Сначала строим главный каркас управления, да? То есть нужен фундамент. Это как раз архитектура управления, которое дальше вам буду рассказывать в 8-м ролике. На этот фундамент уже ставится сам бизнес, да? А уже сверху, как, наверное, крышу, мы ставим все эти системы. Вот здесь системы наши кладутся, да? Вот один кирпичик, второй, третий, четвертый, пятый. Это наш бизнес.
Ну и наш продукт, услуга. Продукт, услуга. То есть по отдельности они все хороши, но по отдельности они не работают. Их нужно уже встраивать в ваш бизнес только тогда, когда у вас есть понятная архитектура управления, каркас, да, управления. И только потом, понимая, как управлять вашим бизнесом, мы сверху начинаем улучшать вот этими всеми хорошими точечными улучшениями. И тогда будет x2, x3 результат, а не тот, который мы все видим. Поэтому, повторюсь, строим сначала главный каркас управления бизнесом, а это как раз и есть архитектура управления, а потом на нее кладем эти всякие методики, IT-ландшафт. Но никак наоборот. В первом ролике про тепловозы вы видели, как все сделали наоборот, и пришлось экстренно все переделать. Более детально об архитектуре управления вы увидите дальше, в следующих роликах. Третья ошибка, когда бизнес начинает сбоить и система управления не работает. Что обычно делают руководители? Вот сотрудник наш. И на этого сотруднику вешают контролеров. Причем не одного, а бывает 3. Потому что сначала вроде бы одного добавили контролера, он отчитывается, сотрудник, да, таким же цветом давайте напишу, нарисую вернее, перед одним контролером. Потом смотрит генеральный директор, что-то не складывается в отчете, в презентации, в результатах, добавляет еще одного контролера. Опять не складывается. Третьего контролера. Тем самым вы создаете отдел контроля, выводите тонны отчетности и презентации. Вот это представим, что это отчеты и презентации, да. Соответственно, получается бюрократический монстр, и примерно, наверное, вот с 2010 по 2025 год этот монстр вырос до неуправляемого масштаба. Контролеров на одного работника не 3, а бывает 5-7. Вы представляете какие-то убытки и как медленно вообще все процессы в компании решаются? То есть любому сотруднику или руководителю нужно сначала отчитаться перед всеми контролерами, и только получается вот 17:00 наступает, и только после 17:00 он занимается своей реальной работой. Потому что контролеры до 5 работают, они все домой ушли в 17:00. Ну, есть и дежурные контролеры, которые до 20:00 сидят. Они выходят, например, на работу в 12:00 и работают до 20:00. А эти там с 8 до 17. Но вот этот один человек, он, получается, с 8 до 17 занимается отчетами во всяких системах документооборот, плюс бумаги носят, плюс презентации красивые пишут, раз в неделю отчеты. И только после 17:00 он начинает работать. Поэтому, ну, мы понимаем, да, что эффективности у этих махин и какие накладные расходы вот в таких компаниях, даже страшно подумать. И что потом получается? Так как вот здесь генеральный директор создал определенный мир, назовем его мир номер 1. Вот здесь
все что-то делают, все друг друга контролируют. После 17 сотрудник только начинает работать. И час-два он поработал, и свою работу практически не выполняет. И что приходится генеральному директору? Он вроде поставил задачи, вроде поставил контролеров, но задача-то не выполняется. И все заявки, все документы, все проверки протоколов. Вот из этого мира один приходит в его мир. У него свой тут мир, номер 2 его назовем. И получается, что все вроде бы работают, да? Но генеральный еще больше начинает работать, вводя вот этих дополнительных контролеров. Он злится, что его сотрудники не выполняют работу срока, они только ее могут сделать после 17, потому что все остальное время они занимаются отчетами. Итог. Ответственность все равно кладется на генерального директора. Результата нет. Прибыли тоже нет. Незавершенка растет с каждым годом. И компания несет ежегодно убытки. И потом это может, конечно, все еще и привести, не дай бог, банкрот. Но мы понимаем, что в госкомпаниях пока вот этот механизм с миром номер 1 и миром номер 2 еще живет, потому что постоянно идет дотация, да, с госбюджета. Ну а частные компании, конечно, так не смогут выжить, поэтому они, конечно, более эффективнее. Поэтому, чтобы избежать вот этой всей истории, все-таки нужно управлять функциями, да, то есть через, как мы в первой ошибке, создаем поток, в рамках этого потока выстраиваем функции правильно, соединяем их между собой, убираем вот этих всех дополнительных контролеров, и в рамках потока эти функции будут работать слаженно. И тогда вот этот руководитель, он уже сможет работать не после 17, а с 8 до 17 он занимается результатом, да? Результат. А вот этих всех контролеров лишних, дополнительные затраты на накладные расходы убираем и выстраиваем слаженные процессы в рамках создания продуктов компании, да? И самое главное у нас станет в компании это продукт и услуга. А не отчеты, презентации и электронный документооборот. Более детально о системном подходе управления я расскажу в 7-11 ролике нашего плейлиста. Запомните, каждая ошибка ведет к решению. Вместо управления функциями нужно управлять потоками. Вместо точечных улучшений нужно создавать комплексную архитектуру управления. Вместо контроля людей нужно управлять процессами. Именно эти решения являются частью архитектуры управляемого бизнеса. В 8 ролике я покажу на практике, как собирать этот конструктор. А какая из этих ошибок больше всего беспокоит вашу компанию? Пишите в комментарии, самые интересные истории мы обсудим. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. До новых встреч и всем вам удачи!